Всем привет! Сейчас идем в магазин. Идем на автобус пока. Посоветовали один магазин, там обувь монгольского производства. Поедем, сейчас посмотрим, что там. Мы на автобусе ездим вот по таким картам. Ну, их обычно в киоске пополняешь. Либо на остановках вот такие, женщины стоят, они тебе даже деньги не пополняют. Шла за обувью. Обуви женской здесь мало. Кстати, здесь монгольское производство. Очень много мужской. И очень много кожаных курток. Пришла за обувью, купила кожаную куртку себе. Кожаные куртки стоят, допустим, вот эта, она стоит меньше 10 тысяч. 340 тысяч разделить на 38,5. Я купила себе за 10. Женского, конечно, поменьше. А мужского выбора вообще. Даже скидки он есть. Пошли. Пошли. Ботинки сколько стоят? Допустим, ботинки. 216. Называется так. Я люблю ходить здесь по книжным магазинам. Мне очень нравится. Вот эта книжка вообще просто очень красивая такая. Но на монгольском языке. Я еще пока не умею читать. Допустим, потом Артур Конан Дойл. Открываешь? Монгольский. Эксклюзивная классика. Детский тоже очень красивый. Ой, вообще просто красотища. Пиноккио. Люблю такие рисунки. Мастер и Маргарита. Хайор это вдвоем. Почему вдвоем, только непонятно. Переводится как мастер Маргарита вдвоем. Просто же мастер Маргарита. Странно. Ну, это детские тоже такие красивые все. Это большой книжный, кстати, магазин. Первый раз такой большой вижу. Обычно они маленькие. Там канцелярия. Пришла с магазина, хочу снять быструю распаковку продуктов, сколько у нас стоит. Сейчас, какие цены. Значит, чек беру. Банка томатов. Мне надо на готовку сегодня. Томаты у нас... Так, ага. Буду округлять. 7,990, ну, напишу 8 тысяч. 8 тысяч делим на 40, 200 рублей. 2 лимона у нас всегда в такой упаковке идет. Лимоны. Лимон 2 штуки, 1780. 1780 делим на 40. 44 рубля. Банка салата. Это вареная свекла. Решила попробовать, первый раз взяла. Салат у нас. Вот, 3900. 3900 делим на 40. 97 рублей. Отлично. Так, молоко у нас 400 делим на 40. 110 рублей. Как, в принципе, у меня дома тоже так кажется. Сыр взяла. Где у нас сыр тут? А, вот. 39 тысяч. Вышел на 39 тысяч. Это... Чего? На 1000. Не? А, фу, блин. Чуть плохо не стало. 9906 разделить на 40. Сыр вышел 247. Ну, дешево.
Я беру в турецкой пекарне. Хлеб стоит... Так, батон 2300 делим на 40. 57 рублей. 2 огурца у нас выходит по 5000. 5000 делим на 40. 125 рублей 2 огурца. Ну так, что-то дороговато. Лапшу взяла. Это местная лапша. Лапша у нас выходит 1945 делим на 40. 48 рублей пачка. Кстати, очень вкусная. Иногда можно сварить на гарнир. И капуста. 2 вилочка. Маленькие взяла, что-то большие не очень были. Где у меня капуста? Капуста. Капуста вышла на 3945. 1945 делим на 40. На 98 рублей. Килограмм капусты стоит 2800. 2890. Килограмм капусты здесь стоит 72 рубля. Ну, тоже дороговато. Хотя картошка 30. Забыла сказать, каждый чек мы сканируем в приложении. У нас есть специальное приложение, называется Ебаритм. Получается, вот есть QR-код на чеке. Ты сканируешь его, либо, если иногда бывает, что QR-код не сканится, можно вручную ввести. Вот здесь вот есть. Допустим, как бы данные чека, да, и сумму вводишь. И программа, получается, она проверяет, там все одобряет, и плюс 2% тебе на карту приходит раз в квартал. Вот сейчас, получается, 1 апреля у нас начислено за первый квартал. Сейчас у нас на неделе придут уже эти деньги на карту. И сейчас все, чеки пошли на второй квартал. Хочу сейчас потушить караварки ребрышки козла. Как бы мяса тут не очень много, но некоторые кусочки есть, где помяснее. Это козел у меня. Мы его покупали в начале зимы. Тушу купили за 26 килограмм, а дали где-то 6500 рублей. Всю зиму, в принципе, мясо едим, и супы варим, и так тушим, и едим, и жарим. Вот. Ребрышек мало, я еще достала замороженные, у меня кусочки такие мясные есть. Я их сейчас тоже туда брошу. С караварки она сейчас быстро все сварится. В принципе, ничего сложного. Я вообще не заморачиваюсь. Я люблю быстрые рецепты. Обычно я делаю так. Поливаю соевым соусом. Все хорошо. Все на глаз делаю. Добавляю чуть-чуть соли. Перец. Немножко перца. Все перемешиваю. Все, мясо пускай стоит, пока мы вязим лук. Лук полукольцами. Вкладываю мясо. Чеснок я вот обычно так делаю. Просто давлю и складываю. Как бы между мясом. Зеленые тут остатки. Крышкой закрываем. Это же скоромятка. Надо выпустить воздух. Все закрываем и ставим. Я думаю, 15 минут и будет все готово. Сейчас я покажу, как она у нас будет шипеть. Вот сейчас стал клапан вот этот шуметь. Сейчас он закроется. Вот все. Этот клапан замолчал. Сейчас, когда пойдет отсюда, с этого клапана пар, тогда я убавляю и засекаю время. Вот она уже начала шипеть. Появилась вода.
Сейчас немножко она разойдется, и я буду добавлять. Кстати, мне здесь тоже варится козлятина. Это у меня на бульон, на борщ. Борщ я люблю в большой кастрюле варить. Козлятина мне напоминает говядину, только еще нежнее. Вот, все, она пошла. Значит, я убавляю на двойку и засекаю 15 минут. Сейчас она немножко приостановится. Будет готовиться. Так вот, мясо, получается, козлятина, оно нежнее. И готовится быстрее, чем говядина. И не жирная такая, как баранина. Но, хотя тоже жир у нее такой приличный. Я варю всегда... Первый бульон сливаю. Вот это второй бульон уже у меня варится. Кипит. Вообще мясо вкусное. Я первый раз только здесь попробовала вообще козлятину. Мне кажется, раньше я нигде не ела дома, уж точно мы такую не покупали. Баранина у нас очень дорого стоит. Я имею в виду, где дома. Здесь килограмм где-то рублей 300-350. Нет, сейчас, наверное, дороже уже. 400, допустим, 400-450. Я что-то баранину давно не брала. Надо посмотреть. Козлятина стоит дешевле, чем баранина. Где-то, когда вот мы покупали тушку, где-то был килограмм выходил где-то рублей 280. Если брать отдельно, она будет чуть-чуть подороже. Вот кожаная куртка, которую я сегодня купила. У нее, не знаю, как это называется, честно говоря. Как правильно сказать. Здесь идет, это получается со спины. С поясом, можно без пояса носить. Стоит 10 тысяч. В универмаге я мерила кожаные куртки, там от 18 тысяч. Это 10. В магазине там даже еще дешевле есть. Которые короткие, приталенные, они 8 тысяч. Лапша, она идет в упаковке вот в такими штучками обмотана. Она такая плоская. Кстати, про скороварку. Я ее уже выключила, у меня время вышло. Но я ее оставляю на плите. У меня как бы нет необходимости сразу ее открывать. Вот. Но если вдруг кому-то надо, срочно, надо аккуратно с клапана выпустить воздух. Не руками только. Ну, допустим, вот так. И все. Тогда потом, как только закончится пар, можно открывать. Пар выпустили, и вот этот клапан, получается, ну, обратно как бы туда зашел. Все, мясо приготовилось. Но, честно говоря, переехав сюда, мы стали есть очень много мяса. Хочу попробовать вот эту свеклу. Я уже открыла ее, понюхала. Но вообще пахнет, как будто она сырая, и ее замариновали. Как будто она не вареная. Она сырая, ее замариновали. И добавили приправы. Так вкусно. Кто любит траву, тому будет вкусно. Угу. Вот я села сканировать чеки. Наше приложение eBarit. Получается, написано второй квартал. Вот этот коричневым горит, это новый чек, это сейчас я сканировала. Жирная баритм, это по-монгольски новый чек. Что я знаю. Значит, синим горит, это уже, которые чеки прошли. Это вот плюс 109, это нам вернется на карту. Получается, здесь есть плюсик. Допустим, беру чек. Мини хорошо сканируется, оно сразу автоматически вылазит. Раз. Допустим, ну-ка вот этот, если взять. Ну, допустим, вот этот не сканируется, его надо вручную вводить. Я залазю. И на чеке у нас вот данные, их вводим. Английский заключаем, D. И сумму. Дун. Это сумма. 20. Я уже без запяты, без всего делаю, просто цифрами, буквами ввожу. Все, вот он появился. Завтра я открою, оно уже будет зеленым гореть.